Прямо сейчас вы держите в руках устройства, которые через 10 тысяч лет будут изучать так же, как мы изучаем каменный топор. Вы считаете смартфон вершиной прогресса, но для цивилизации будущего он будет выглядеть как кусок обтесанного кремня с неясным назначением. 10 тысяч лет назад человек только учился сажать пшеницу и приручать волка, а сегодня мы расщепляем атом и запускаем роботов на Марс. Если за 10 тысяч лет мы прошли путь от глиняной хижины до Международной космической станции, то куда нас унесет следующий такой же отрезок? Ответ на этот вопрос не просто удивляет, он ломает все, что вы знали о границах возможного. Начнем с того, что ближе всего к нашему телу, потому что именно тело изменится первым и сильнее всего. Сегодня мы вживляем кардиостимуляторы, титановые суставы и кохлеарные импланты, которые возвращают глухим людям слух. Это первые робкие шаги на пути, в конце которого само понятие «человек» потеряет привычный смысл. Через 500 лет синтетические органы полностью заменят донорские, и ожидание пересадки сердца станет таким же архаизмом, как ожидание попутной лошади. Через 1000 лет нейроинтерфейсы свяжут мозг напрямую с любой информационной сетью, и клавиатура покажется таким же нелепым посредником, как голубиная почта. Но через 10 тысяч лет границы сотрутся полностью. Биологическая ткань и наноматериалы сольются в единое целое, где каждая клетка будет одновременно живой и программируемой. Кости станут прочнее любого сплава, мышцы будут получать энергию напрямую из окружающей среды, а мозг сможет обрабатывать информацию со скоростью, перед которой современные суперкомпьютеры покажутся счетами. Представьте существо, которое выглядит как человек, но способно видеть в инфракрасном спектре, дышать под водой, регенерировать утраченные конечности за несколько часов и жить столетиями без признаков старения. Это не фантазия и не персонаж комикса. Это логическое продолжение того пути, который мы уже начали. Трансгуманизм, философия улучшения человека через технологии, сегодня звучит как радикальная идея, но через 10 тысяч лет он станет такой же обыденностью, как вакцинация. Напишите в комментариях, из какой вы страны, и хотели бы вы заменить часть своего тела на более совершенную, если бы такая возможность появилась завтра. Смерть, которую мы считаем неизбежной, на самом деле может оказаться всего лишь технической проблемой. Уже сейчас ученые работают над теломеразной терапией, которая замедляет укорачивание хромосом, отвечающих за старение клеток. Если мы решим эту задачу в ближайшие столетия, то через 10 тысяч лет само слово «смерть» может превратиться в исторический термин, такой же, как чума или голод. Но бессмертие тела поставит перед человечеством вопрос, к которому не готов никто. Что делать с бессмертным разумом, который устал жить? Теперь давайте поднимемся с операционного стола и выйдем на улицу, потому что транспорт будущего невозможно понять, если оставаться внутри сегодняшних представлений. Вся история перемещения человека укладывается в простую формулу: мы постоянно ищем способ двигаться быстрее, тратя меньше энергии. Лошадь заменил паровоз, паровоз уступил автомобилю, автомобиль проигрывает самолету, а самолет уже сегодня проигрывает ракете. Через 1000 лет наземный транспорт в его нынешнем виде исчезнет. Вакуумные тоннели позволят капсулам двигаться со скоростью в несколько тысяч километров в час, превращая любой континент в пригород. Москва и Сидней окажутся в 40 минутах друг от друга, и понятие «далеко» просто перестанет существовать на поверхности планеты. Но настоящий прорыв случится не на Земле, а за ее пределами. Если вы подписаны на этот канал, вы уже знаете, что мы не боимся смотреть туда, куда другие даже не решаются повернуть голову. И сегодняшняя тема тому подтверждение. Для полетов между звездами нужна скорость, которую современные ракеты на химическом топливе не могут обеспечить в принципе. Самый быстрый рукотворный объект в истории, зонд Паркер, разгоняется до 635 тысяч километров в час. Но даже с такой скоростью до ближайшей звезды, Проксима Центавра, лететь почти 7000 лет. Это неприемлемо для цивилизации, которая планирует расселиться по галактике. Решение лежит в области антиматерии, самого мощного топлива, которое позволяет физика. Когда частица материи встречается с частицей антиматерии, они аннигилируют, превращая всю свою массу в чистую энергию.
1 грамм антиматерии при аннигиляции высвобождает энергию, эквивалентную взрыву 20 килотонн тротила. А это мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Проблема в том, что сегодня производство 1 грамма антиматерии обойдется примерно в 60 триллионов долларов и займет миллионы лет работы всех существующих ускорителей. Но через 10 тысяч лет эта проблема будет решена так же элегантно, как мы решили проблему добычи огня, заменив трение спичкой, а спичку зажигалкой. Антиматериальные двигатели позволят кораблям разгоняться до значительной доли скорости света, сократив путь до ближайших звезд с тысячелетий до десятилетий. Но даже десятилетия полета – это слишком долго для вида, который привык к мгновенным результатам. И здесь появляется самая безумная идея в истории физики – варп-двигатель. В 1994 году мексиканский физик Мигель Алькубьерре математически доказал, что пространство-время можно деформировать, сжимая его перед кораблем и расширяя позади. Корабль при этом не движется быстрее света. Он стоит на месте внутри пузыря искривленного пространства, а само пространство несет его вперед. Это как стоять на ленте эскалатора. Вы не шагаете, но вас везет сама лента. Только вместо ленты перед вами ткань Вселенной. Единственное, что нужно для работы такого двигателя, это экзотическая материя с отрицательной массой, которую мы пока не знаем, как получить. Но вспомните, 10 тысяч лет назад мы не знали, как получить бронзу, а 5 тысяч лет назад не умели делать стекло. Каждый материал, который казался невозможным, в конце концов оказывался у нас в руках. Вам когда-нибудь снилось, что вы летите между звезд и видите другие планеты так же ясно, как соседние дома из окна самолета? Напишите в комментариях, какую планету вы бы хотели увидеть первой. Теперь поговорим об энергии, потому что без нее все перечисленное останется красивой фантазией. Сегодня человечество находится примерно на отметке 0,7 по шкале Кардашова, которую советский астрофизик Николай Кардашов предложил в 1964 году. Эта шкала измеряет уровень развития цивилизации по количеству энергии, которую она способна использовать. Цивилизация первого типа использует всю энергию своей планеты, второго типа освоила всю энергию своей звезды, а третьего типа подчинила энергию целой галактики. Мы не дотягиваем даже до первого уровня, и это одновременно унизительно и обнадеживающе. Прямо сейчас в Южной Франции 33 страны строят реактор ИТЕР, который должен доказать, что термоядерный синтез способен давать больше энергии, чем потребляет. Полноценные операции с дейтериево-тритиевой плазмой запланированы на 2039 год. Китай уже тестирует собственный токамак-ист, который в 2024 году удержал плазму при температуре 158 миллионов градусов Цельсия более 15 минут. Это в 10 раз горячее ядра Солнца, и эта температура горела внутри машины, построенной людьми. Если термоядерный синтез заработает в промышленном масштабе, а это вопрос ближайших десятилетий, энергетический ландшафт планеты изменится навсегда. Литр обычной морской воды содержит достаточно дейтерия, чтобы при синтезе выделить энергию, равную сгоранию 300 литров бензина. Океаны Земли превратятся в топливный бак, которого хватит на миллиарды лет. Но через 10 тысяч лет даже термоядерный синтез будет казаться примитивным. Цивилизация второго типа по шкале Кардашова построит вокруг Солнца сферу Дайсона, гигантскую оболочку из миллиардов спутников, собирающих абсолютно всю энергию, которую излучает наша звезда. Солнце каждую секунду выбрасывает в космос энергию, равную взрыву триллионов водородных бомб, и почти вся она бесполезно рассеивается в пустоте. Сфера Дайсона перехватит этот поток и направит его на нужды цивилизации, у которой каждый человек будет потреблять столько энергии, сколько сегодня потребляет целая страна. А цивилизация третьего типа, до которой нам нужны те самые 10 тысяч лет или больше, научится извлекать энергию из сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Материя, падающая в черную дыру, разогревается до невообразимых температур и излучает колоссальное количество энергии прежде, чем исчезнет за горизонтом событий.
Если построить коллекторы внутри аккреционного диска, можно собирать эту энергию и передавать ее через сеть галактических станций, которые работают как космические электростанции. Энергия черных дыр сделает антиматерию дешевой, варп-двигатели возможными, а само слово «дефицит» исчезнет из всех языков, которые еще будут существовать. Теперь посмотрим вниз на планету, которая подарила нам жизнь и которую мы благодарим за это весьма своеобразно. Средняя температура Земли за последние 1,5 века выросла более чем на 1 градус Цельсия, и этот процесс ускоряется. Ледники тают, уровень океана поднимается, экосистемы разрушаются быстрее, чем успевают адаптироваться. Если через 100 лет мы не найдем решения, через 1000 лет значительная часть современных прибрежных городов окажется под водой. Но цивилизация, которая освоила термоядерный синтез и наноматериалы, не будет сидеть и наблюдать. Терраформирование, целенаправленное изменение климата и ландшафта целых планет, из области фантастики перейдет в область инженерии. Сначала мы восстановим собственную планету, очистив атмосферу от избытка углекислого газа с помощью гигантских уловителей, работающих на термоядерной энергии. Затем мы обратим взгляд на Марс. Красная планета сегодня представляет собой ледяную пустыню с давлением атмосферы менее 1% от земного и температурой, которая ночью опускается ниже минус 100 градусов. Но если разогреть замерзший углекислый газ на полюсах Марса, атмосфера начнет уплотняться, запуская парниковый эффект. Через несколько столетий целенаправленного воздействия давление вырастет достаточно, чтобы жидкая вода могла существовать на поверхности. Через 1000 лет специально выведенные бактерии и водоросли начнут вырабатывать кислород, а через 5000 лет на Марсе можно будет дышать без скафандра. Человек, который родится на Марсе через 10 тысяч лет, будет смотреть на зеленые долины и голубые озера, не подозревая, что когда-то здесь была безжизненная красная пыль. Сколько вам лет? Напишите в комментариях и скажите честно, верите ли вы, что доживете хотя бы до первой марсианской колонии? Но Марс — это только начальная точка. Цивилизация, вооруженная энергией звезд, не остановится на одной планете и даже на одной звездной системе. Через 10 тысяч лет человечество, если его еще можно будет так называть, расселится по множеству миров в радиусе сотен световых лет. Не все эти миры будут планетами в привычном понимании. Гигантские орбитальные станции, каждая размером с небольшой континент, будут вращаться вокруг звезд, создавая внутри себя искусственную гравитацию и замкнутые экосистемы. Цилиндр О'Нила — концепция, предложенная физиком Джерардом О'Нилом еще в 1976 году, описывает именно такую конструкцию. Два вращающихся цилиндра длиной в 32 километра и диаметром 8 километров, внутренняя поверхность которых покрыта почвой, лесами, реками и городами. Люди будут жить на внутренней стенке цилиндра, а гравитацию обеспечит центробежная сила вращения. Посмотрев вверх, вы увидите не небо, а другой берег собственного мира с домами и деревьями, висящими над вашей головой. Когда таких станций будут тысячи, понятие «родная планета» потеряет смысл, потому что дом будет везде. Самый важный вопрос, который определит все остальное – кто будет управлять этим новым миром? Искусственный интеллект, который сегодня пишет тексты и рисует картинки, через 10 тысяч лет превратится в нечто, для описания чего у нас нет подходящих слов. Это будет не машина и не программа, а форма разума, способная моделировать целые вселенные внутри себя, предсказывать будущее с точностью до молекулы и управлять процессами, которые не поместятся в человеческое сознание. Вопрос не в том, создадим ли мы такой разум, а в том, сохраним ли мы рядом с ним свою идентичность. Возможно, через 10 тысяч лет различие между человеком и машиной станет таким же размытым, как различие между каплей воды и океаном, в который она упала. Или наоборот, человек сознательно откажется от слияния с искусственным разумом и останется чем-то вроде живого музейного экспоната, хранителя биологической памяти вида, который когда-то ходил по поверхности маленькой голубой планеты. Теперь соберем все вместе и посмотрим на получившуюся картину целиком. Через 10 тысяч лет существо, которое произойдет от нас, будет жить в теле, собранном из биологических и синтетических компонентов, не зная болезней, старения и, возможно, смерти.
Оно будет перемещаться между звездами на кораблях, искривляющих пространство, получая энергию от звезд, заключенных в сферы Дайсона, и от черных дыр, превращенных в электростанции. Оно будет жить на терраформированных планетах и в гигантских орбитальных городах, управляемых искусственным разумом, который давно перестал быть инструментом и стал партнером. Земля для него будет тем же, чем для нас является Африканская рифтовая долина, колыбелью, из которой когда-то вышли первые шаги, местом паломничества и тихой гордости. Звучит невероятно, но вспомните, что именно так выглядит наш мир для человека, жившего 10 тысяч лет назад. Если бы вы показали земледельцу из древнего Иерихона спутниковую карту мира, он бы решил, что видит лицо Бога. Если бы вы включили при нем электрический свет, он бы упал на колени. Мы сами являемся тем невозможным будущим, в которое не верили наши предки. И те, кто придет через 10 тысяч лет, будут смотреть на нас с той же нежной снисходительностью, с которой мы смотрим на первого человека, догадавшегося бросить семя в землю. Самое удивительное в этой истории не технологии, не скорость кораблей и не мощность реакторов. Самое удивительное то, что все это начинается прямо сейчас, в этой секунде, в этом веке, в лаборатории, где инженер допивает свой кофе и возвращается к чертежу реактора, который изменит мир. Каждый закон физики, который мы открываем, это кирпич в стену здания, внутри которого будут жить наши далекие потомки. И единственное, что может помешать им туда войти, это если мы решим перестать строить. Будущее не наступает само. Его строят те, кто отказывается верить, что невозможное останется невозможным навсегда.